Это Таро-прогноз для стрельцов на апрель 2024 года. Вы находитесь на моем канале Татьяна Мини, Красота Таро. Я астролог и таролог, и я раскладываю карты по моему астрологическому методу. 6 карт, что соответствует 6 осям зодиакального астрологического круга и рассматривает все стороны жизни человека. Давайте посмотрим, что ждет стрельцов в апреле 2024 года. Первая карта. Восьмерка мечей. Ну, здесь могут быть какие-то несколько тяжелые, депрессивные отношения с кем-то из ваших близких людей, либо с вашим партнером, мужем, женой, любовником, любовницей. Какая-то ситуация тянется, возможно, из прошлого уже давно, либо эти партнерские отношения уже тянутся давно. И вот, может быть, именно в апреле предстоит решение каких-то этих вопросов. Это также могут еще быть какие-то выяснения отношений с вашими врагами, с оппонентами, если вы участвуете в каких-то судебных процессах или другие. Там у вас есть дела, да, где нужно на ножах общаться, то здесь тоже могут всплывать опять прошлые какие-то дела. По ретро-меркурию, кстати, такое может быть в апреле. И вы опять будете возвращаться к проблеме. Какую-то проблему вы не решаете. Кстати, могут вам встречаться кармические партнеры, как один похожий друг на друга. Но такое часто, кстати, да, говорят про кармических партнеров, но сейчас я уже несколько поменяла свое мнение насчет этого. Я думаю, что не так-то просто исправить карму и проработать все эти отношения. Все это только легко сказать на словах. На самом деле ничего простого в этом нет. Но мы сейчас еще откроем все другие карты, чтобы посмотреть, что здесь апрель несет стрельцам. Девятка пентаклей. Ну, с деньгами у вас проблем не будет точно. И вам еще захочется потратить деньги на красоту, на какой-то комфорт, либо на себя, либо, может быть, на вашего любимого человека. Это деньги, любовь и такой вот определенный уровень комфорта и красоты по девятке пентаклей, когда у вас достаточно всего. Ощущение самодостаточности. Вот такое чувство у вас может быть или у вашего партнера совместно. Это прекрасная интимная жизнь тоже сюда относится, поэтому в финансах все прекрасно. Причем финансы как-то так фокусируются именно на вашем комфорте. Еще одни пентакли. И здесь вы как будто бы ищете еще новые пути заработка. Может быть, изучаете какую-то новую финансовую информацию. Может быть, вам надо съездить куда-то. Либо ваши партнеры из другой страны, там, из других городов. И вы как-то ищете какие-то связи, коммуникации. Может быть, ищете банк, куда вложить вам деньги. Либо ищете вообще, куда деньги уходят. Почему они у вас не задерживаются, да, здесь тоже может быть такая ситуация, потому что пятерка пентаклей все-таки, ну, не одна из самых лучших карт, связанная с деньгами. Здесь как будто бы недостаточно еще чего-то, то ли знаний каких-то, то ли, может быть, вы хотите купить какие-то средства связи, либо поездку какую-то вам надо оплатить, билеты. И вот вы пытаетесь, может быть, спонсоров найти или как-то какие-то пути, чтобы вам на это конкретно хватило денег. Но пентакли же здесь были у нас, да, поэтому, может быть, у вас такое жесткое распределение расходов и доходов, что, допустим, здесь у вас есть деньги, или это ваш партнер, допустим, который дает вам деньги, да, на все, что вы хотите, но сами вы, например, там не можете что-то себе оплатить, и вот вы хотели бы, чтобы там было больше средств на какие-то путешествия, например, или на ваш новый автомобиль. Карта сила в секторе статуса. И это, конечно, обретение какой-то новой энергии относительно вашей дальнейшей цели в жизни, главной цели в жизни. Вы ощущаете, что вы крепко стоите на ногах, что вы достигли каких-то определенных успехов, несмотря ни на что. Это, конечно, может быть какой-то сильный партнер,
начальник, либо начальница, да, это может быть какой-то семейный бизнес, либо какая-то ваша недвижимость, дела с недвижимостью, которые тоже дают вам уверенность в себе, что даже несмотря на какие-то другие там процессы, вы все равно держите ситуацию под контролем. Это сильный вообще контроль над вашей жизнью, над вашей дальнейшей целью. Прекрасная карта. В принципе, она здесь может означать ваш статус и уважение к вам. Что-то может повлиять на то, что люди, там, окружение на работе будут больше даже уважать вас, чем это было раньше. Туз, кубковый туз в секторе романтики, конечно, может говорить о любви, о влюбленности. И сейчас затмение в апреле, да, март, конец марта, апрель тоже происходит в секторе 5-11 дома у стрельцов, да, если я не ошибаюсь. Так, стрелец-близнецы. Да, у вас это 5-11 сектор, поэтому любовь, новые встречи с друзьями, какие-то поездки, мероприятия. Здесь мы видели уже тоже 9 пентаклей, когда вы себе ни в чем не отказываете, ваш авторитет повышается. Может быть, он повышается за счет вашего бизнеса, может быть, вы каким-то новым творчеством занимаетесь, кто-то становится родителем, да, это дети, дети вас радуют, дети повышают ваш статус, ну, либо бизнес, творчество. Все-таки кубки – это всегда новое творчество и радость. Много радости у вас может быть в апреле, и это неудивительно, потому что планеты, переходя в знак зодиака Овен, делают благоприятные аспекты к вашему Солнцу в Стрельце. Может быть, у вас там есть еще другие планеты, тогда, конечно, весь месяц у вас может быть радость и какой-то выбор, да, по 7 кубков. Опять же, это кубки, здесь они у нас уже были. Поэтому ваши друзья, ваши любовники, ваши дети могут предлагать вам какой-то интересный выбор, приятный выбор. Может быть, у вас не один ребенок, например, да, если вы беременны. Может быть, у вас несколько людей, которые вам нравятся, и вы не знаете, кого из них выбрать, с кем из них встречаться. Кто-то может быть тайной, потому что все-таки это сектор тайн. Может быть, вы не знаете, каким хобби, каким бизнесом заняться, вы пока еще не нашли себя, но вас переполняет вдохновение, любовь, влюбленность, вы влюблены вообще во все. Это такие интересные карты, и, в общем-то, это ваши энергии, стрельцы, да, потому что кубки – это 12 сектор. 12 сектор – это Юпитер. Юпитер делит совместно тут 2 знака зодиака, и рыбы, и стрелец ваш знак, поэтому это ваши энергии. И действительно у вас будет какие-то приятные заботы, хлопоты, ваше настроение определенно улучшится. Но давайте спросим у колоды Старкоды, что означает вот эта карта в первом секторе, почему здесь выпала 8 мечей. Дополним. 8 сектор, 8 дом, дом Скорпиона. И здесь 8. Но это может быть какой-то разговор на ножах, это может быть какое-то действительно выяснение отношений, ревность, измена. Ну, ревность, вот тут очень много ревности может быть. Либо вы ревнуете, либо ваш партнер вас ревнует. Это могут быть какие-то вопросы с деньгами, с ресурсами связанные, вопросы сексуального, интимного характера в том числе, да. Такие очень скользкие вот энергии, хотя, несмотря на это, вот здесь выходит 9 кубков, то есть здесь как-то деньги, любовь могут быть связаны. Не знаю, как это актуально может быть у вас. Ну, что еще здесь может быть? Асцендента карта. Знак зодиака Рак. Ну, Рак здесь у нас прекрасно. Карта сила, поэтому, скорее всего, дома с родителями, с вашей недвижимостью. Здесь я не вижу никаких проблем, да, может быть, вы как-то обустраиваетесь на новом месте или хотите как-то улучшить свои условия проживания.
Северный узел, вот это как раз влияние затмения. 8 апреля будет затмение на северном узле, если я не ошибаюсь. Это ваше будущее. Поэтому здесь у вас будет какой-то рывок в будущее. Может быть, действительно вы отказываетесь от каких-то ненужных отношений, да, по 8 сектору. Вы разрываете какое-то партнерское. Это может быть не обязательно ваши личные отношения с вашим мужем, женой или любимым человеком. Это может быть партнерские отношения, да, которые давили на вас. Либо какие-то, может, прошлые связи вы разрываете для того, чтобы в будущее уже посмотреть обновленным человеком. Карта Лев, но это тоже какая-то яркость, сила, благородство, гордость за себя, за других. Это еще одна карта творчества и любви, и детей, да, которая здесь у вас уже туз кубковый был. Поэтому я думаю, что ваши друзья, ваши любовники, поклонники, социальные, может быть, сети творчества – это самое главное, что будет приносить вам радость. Если вы занимаетесь бизнесом, то тоже я вижу здесь неплохие аспекты относительно этого, дорогие стрельцы. Ну вот и все на этом, я думаю. Расклад неплохой. Я желаю, чтобы все сбылось, что вы загадывали, чтобы у вас было много радости. Обязательно делайте что-то, что заставляет вас улыбаться. И вы были на канале Татьяна Мин, Красота Таро. До встречи на моих новых видео. Всем пока.